Хрустящие куриные крылышки в кисло-сладком остром соусе. Пожалуй, одно из самых знаменитых блюд Америки. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У меня на календаре самое начало августа, а у вас осень заглядывает через плечо. Самое время встречаться с друзьями и рассказывать байки на тему, как я провел это лето. Не знаю, как у вас, а для меня самый лучший формат таких встреч – это пивная вечеринка. А на пивной вечеринке самый важный вопрос – это выбор правильных закусок. Что такое правильная, удачная закуска? Во-первых, она должна быть яркой, чтобы не надоесть за весь вечер. А во-вторых, она должна быть острой. По крайней мере, достаточно острой, чтобы не съесть ее сразу много. И не сидеть потом весь вечер соловело икая и не реагируя на внешние раздражители. И еще такая закуска должна быть достаточно простая, чтобы, если вдруг кому-то не хватит, можно было быстро приготовить очередную порцию. Под все эти пожелания отлично подходят куриные крылышки баффало. Посудите сами, вкус великолепный, острота присутствует, а ковыряться, обгладывая косточки, можно весь вечер. Пройдем на рабочее место. Существует несколько версий происхождения этого великолепного блюда, но все они сходятся на одном. Придумано оно было в одном из баров города Баффало, что находится в штате Нью-Йорк. Какие закуски обычно готовят в баре? Быстрые и простые. И этот рецепт мгновенно завоевал свою популярность и быстро получил, как это часто бывает с такими рецептами, очень большое количество разновидностей. Классика – это обжаренные во фритюре куриные крылышки, политые потом соусом. Он состоит из острого соуса на основе кайенского перца, белого винного уксуса и растопленного сливочного масла. И как вы уже догадались, основные улучшения и изменения базового рецепта касаются именно состава этого соуса. Если хотите получить максимально быстрый результат, просто идете в магазин, ищите там бутылочку с надписью Cayenne Hot Pepper Sauce, покупаете бутылочку белого винного уксуса, масла, смешиваете все и можете зазывать друзей. Но я хочу показать вам другой, гораздо более вкусный соус, чем тот, что вы можете найти в магазине. Для него мне понадобится кайенский перец. Идеально, конечно же, был бы свежий, но у нас такого не купить. Надо удалить семечки, с ним будет чудовищно остро. Очень крупный зубчик чеснока. Чем более злой будет, тем лучше. Его надо почистить и порезать. Особенно мелко резать не имеет смысла. Одна средняя луковица. Вот ее-то как раз лучше порезать помельче, чтобы лучше обжаривалась. В оригинальном остром соусе на основе кайенского перца присутствует морковь, но мне гораздо больше по душе вариант без моркови, но с протертыми томатами. Начинаем процесс. Сразу выкладываю в сковородку сливочное масло и обжариваю на нем чеснок и лук. Лук надо довести до начала зарумянивания. Это, во-первых, удалит все неприятные ароматы, а во-вторых, луковые сахара начнут карамелизоваться, и вот эта карамель прекрасно украсит собой вкусовую гамму этого соуса. Лук в отличном состоянии. Добавляю томаты. Естественно, острый перец. Если вы используете свежий кайенский перец, то его нужно мелко нарезать и добавлять в сковородку вместе с томатами. После закипания проварить минут 15. Соус за это время будет медленно выкипать и загустевать. После того, как соус дошел до нужной вам степени густоты, выправляем на вкус. Во-первых, белый винный уксус. Во-вторых, соль. В-третьих, секретный ингредиент – вустерский соус. Ищите в крупных супермаркетах. Насколько мне известно, сейчас существует один единственный производитель, так что бутылочку ни с чем не спутайте. Перемешиваем и снимаем пробу. Отлично! Все помидоры очень отличаются друг от друга по количеству кислоты и сахара в них, поэтому вам может понадобиться выправить их на вкус. Сахар. Я добавлю примерно столовую ложку. Соус почти готов. Теперь его можно измельчить в блендере или протереть через металлическое сито, или есть прямо так. Ориентируйтесь на свой вкус. Кстати, если перельете его в чистую банку под крышку и плотно закупорите, то он в холодильнике у вас как минимум неделю простоит, а то и больше. Зависит от чистоты посуды. Итак, соус готов. Можно зазывать друзей. Как только они окажутся на пороге, ставьте разогреваться масло для фритюра. А сами начинайте рубить крылышки. Кончики нам не понадобятся, есть их нечего, а вот на бульон они подойдут отлично. Если кто-то пропустил, щелкайте вот сюда. В этом ролике я показывал, как готовить demi-glace, концентрат красного бульона. Правда, там я готовил его из говяжьих костей, но все то же самое делается из куриных. Итак, кончики откладываем в сторону. Потом заморожу, и когда наберется достаточное количество, буду готовить demi-glace. А вот эти части
разделю пополам. Масло разогрелось. Обычно жарко во фритюре происходит при температурах 140-190 градусов. Если вам нужно получить более глубокую прожарку продуктов, то температуру делаем низкую, а если нужна более яркая, более хрустящая корочка, то соответственно высокую. Наша цель – корочка, поэтому температура фритюра 190 градусов. Напоминаю, что продукты в масло нужно класть тщательно их обсушив, иначе будет много брызг. Масло для фритюра выбирайте естественно рафинированное, какое конкретно по своему кошельку. У меня оливковое. Выкладываю крылья небольшими порциями. Не надо класть сразу все. Масло остынет и вместо корочки получите безобразие. Традиционно к таким крылышкам подают сырный соус на основе сыра с голубой плесенью. Готовится он очень просто. Сначала готовим классический майонез. Это тот, который из желтка, масла, лимонного сока и соли. То есть не провансаль, в котором вместо лимонного сока используется горчица и уксус, а именно классический. Если кто-то пропустил подробности про майонез, айоли и прочее, я рассказывал вот в этих двух роликах. Быстро его взбиваем. Не забывайте, чтобы майонез взбился, сначала придавливаем желток крыльчаткой. И только после этого начинаем взбивать. Поднимать немного крыльчатку можно только после того, как эмульсия полезет из-под него. Не спешите, а то засосет сразу много масла и расслоится. Отлично. Теперь добавляю немного лимонного сока. Ориентируйтесь на свой вкус и следите, чтобы семечки туда не попадали. У французов есть соус шантильи. Это классический майонез, в который добавили немного взбитых сливок. Американцы, как всегда, решили упростить себе жизнь и вместо взбитых сливок добавляют в майонез сметану. Много ее не надо, пары ложек хватит. И сразу же голубого сыра. Это сыр с плесенью. Еще полминуты работы блендером и все готово. Попробуйте, может быть захочется добавить еще лимонного сока или перца для остроты. Уже обжаренные крылышки надо выкладывать на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Так обжариваем столько крыльев, сколько вам надо. На мой взгляд, не стоит обжаривать сразу все. Мы же собрались с друзьями сидеть весь вечер и трепаться. Крылья остынут и будут совсем не то. Куда лучше обжаривать очередную партию, как только с предыдущей расправились. Выкладываю крылья, теперь соус и перемешиваем. Как видите, все очень просто. Соусы можно приготовить заранее, а крылышки обжаривать уже в присутствии компании. Подают их, как правило, вместе со стеблями сельдерея, ну и, конечно же, с пивом. Пиво оставлю за кадром. Снимаю пробу. Для начала сырный соус. Хороший, насыщенный вкус. И сельдерей в тему, и сырный соус, особенно для тех, кто любит голубой сыр. И не ленитесь сами готовить майонез, промышленный все испортит. Пришла пора крылышек. Еда, конечно же, свинская, все руки в этом соусе. Острый, яркий вкус. Вообще, было бы очень сложно оторваться, если бы не острота. Поэтому сразу надо запивать этот пожар пенным холодным пивом.